Я уже даже забыл, на чем мы остановились. I know we talked about the Surrey Gardens Music Hall disaster. Я помню, что мы говорили про трагедию в Surrey Gardens Music Hall. And I mentioned that seemed to spark a kind of chronic battle with depression that Spurgeon waged. И мы упомянули о том, что это было, как бы начало такую проблему, с которой боролся с Чарльз Сперджен до конца своей жизни. Это проблема хронической депрессии. And so I want to talk about that and talk a little bit about the depression Spurgeon fought with. Поэтому я хотел бы поговорить об этом и немного о депрессиях, с которыми боролся Сперджен. Also, you said to remind you how he prepared your sermon. So, remind me this. Because I forgot. I thought we were. Ну, я сказал, что также вы попросили напомнить о том, как Сперджен готовится к проповеди. Spurgeon was an incredibly productive man. Сперджен был невероятно продуктивным человеком. At his 50th birthday, someone published a list of 66 organizations that he had founded. Когда ему исполнилось 50 лет, в одном издании был опубликован список из 66 организаций, которые он основал. At the time, he was still in charge of most of them. И к тому времени он по-прежнему возглавлял большинство из них. He despised the thought of taking it easy. Он презирал идею о том, что можно расслабиться когда-либо. He was a hard worker. Он был усердным работником. And he spoke about this. И он говорил об этом. Here's what he said. Вот что он сказал. No one living knows the toil and care I have to bear. Никто из живущих не знает о труде и заботах окружающих меня. I look after an orphanage. Я возглавляю сиротский приют. I pastor a church with 4,000 members. Являюсь пастором церкви, в которой 4000 членов. There are marriages and burials to be done. Я должен присутствовать на свадьбах, на похоронах. There is the weekly sermon to be edited. Должен готовить еженедельную проповедь. There's the Sword and Trowel magazine to be published. Должен публиковать журнал «Меч и мозоль». And he said on top of that, every week I get an average of 500 letters to be answered. И каждую неделю мне приходится отвечать около 500 писем. So you see, he was a busy man. Поэтому он был занятым человеком. And despite that, he struggled with the pain of his gout. You didn't know how to translate that, but. И несмотря на это, он также, мы помним, упомянули вчера о его серьезных проблемах со здоровьем, которые он испытывал. He had Bright's disease. У него была болезнь Брайта. I looked that up. I said yesterday I thought it was a liver thing, but it's actually an inflammation of the kidneys. Вчера я решил проверить, все-таки уточнить, что же это. Я сказал о том, что это болезнь Брайта, это воспаление печени, но на самом деле это воспаление почек. He began to feel this chronic pain at age 35. В 35 лет он начал чувствовать эту хроническую боль. And it progressively became so bad that he had to take time off from preaching. И она постепенно настолько ухудшилась, что ему пришлось на время остановить перестать проповедовать. His pain seemed to get worse every winter. И он говорил о том, что боль становилась хуже зимой. And as a matter of medical expediency, he ended up having to go to France every year to get out of the cold climate. И поэтому ему приходилось порой путешествовать во Францию для того, чтобы избавиться от этого плохого влияния холодной погоды. And as a matter of fact, it was in France where he died. И он умер во Франции. But his battle with depression began almost concurrent with the Surrey Gardens Music Hall disaster. Итак, его борьба против депрессии началась практически в то же время, когда произошла эта трагедия в Surrey Gardens Music Hall. This occurred the second year of his ministry, actually the third year of his ministry in London. Это произошло во время третьего года его служения в Лондоне. It was the same year he got married. В тот же год он женился. He and his wife were married on January 8th.
Мы уже говорили с вами о том, что он женился на своей жене 8 января. She gave birth to twin sons on September 20th. Она родила мальчиков-близнецов 20 сентября. And just 1 month after the birth of his two sons is when this disaster occurred. И через месяц после рождения его сыновей произошла эта трагедия. Again, the seating capacity at Surrey Gardens Music Hall, I'll show you a picture of it. It was 10,000. Мы уже упоминали о том, что аудитория в Surrey Gardens Music Hall вмещала 10 тысяч человек. Я хотел бы показать вам позже слайд. But on that first Sunday, more than 10,000 people came. Но в то воскресное утро пришло более 10 тысяч человек. Again, someone shouted fire, there was a stampede, 7 people died and many people were injured. Кто-то закричал пожар, пожар. Началась такая паника и погибло 7 человек. Spurgeon was 22 years old when that happened. И Сперджену было 22 года, когда это произошло. So he lived to be 58, that's how many more years? I don't know. Поэтому он прожил до 58 лет, поэтому получается еще 35 years or something. Еще 35-36 лет. For 35 years after that, he struggled with depression. Поэтому следующие 35 лет он боролся с депрессией. He said that the disaster brought him close to the furnace of insanity. Он говорит, что эта трагедия приблизила его к печи безумия. He believed he had recovered from that. Он считал, что это чувство оставило его. But it seems clear he really didn't. Но на самом деле видно, что это по-прежнему терзало его. You put that together with his pain, and his depression is understandable. И если мы еще будем принимать во внимание его физическую боль и физические недуги, то эта депрессия становится вполне объяснимой. Add the many attacks he got from the press and from critics, and it's even more understandable. Если мы будем учитывать еще ту критику, которая была на него в периодических изданиях, то это еще более становится понятным. He didn't talk much about his depression. Он не говорил много о депрессии. He saw it as a negative feature. Он считал ее чем-то отрицательным. He said, depression is not a virtue. I believe it's a vice. Он говорит, что депрессия это не добродетель, депрессия это порок. He said, I am heartily ashamed of myself for falling into depression. Он говорит, что мне стыдно, что я так часто впадаю в депрессию. In 1858, 2 years after the Surrey Gardens Music Hall thing, в 1858 году, через 2 года после этой трагедии в Surrey Gardens Music Hall, he described a depression that came upon him that caused him to weep for an hour, and he didn't even know why he was crying. Он говорит, что на него нашла такая депрессия, что он плакал целый час и даже не знал, почему он плачет. But in spite of all of that, he endured, and he continued to preach and study and do all that work. Но тем не менее он работал, не покладая руки, и проповедовал. Because he saw his depression through the lens of his faith in the sovereignty of God. Потому что он смотрел на свою депрессию через призму веры в божественный суверенитет. He believed God had a purpose in afflicting him. Он верил в то, что у Бога была определенная причина, по которой он причинял ему скорби. He said if he didn't believe in the sovereignty of God, he didn't think he could endure the depression. Он сказал, что если бы я не был уверен в Божьем суверенитете, то я бы не мог побороть эту депрессию. These are his words. Это его слова. It would be a very sharp and trying experience to me to think that I have an affliction which God never sent me. Он говорит, для меня было бы очень трудно понять, как я могу переживать скорби, которые Бог никогда не посылал в мою жизнь. That the bitter cup was not filled by his hand. Что эта горестная чаша не была исполнена его рукой. That my trials were not measured out by him. Что мои испытания не измерены им. That he were not in charge. Что он не стоит во главе всего. On his physical infirmities, he said this. Говоря о своих физических недугах, он сказал следующее. He said, I think the greatest earthly blessing God can give to any of us is health. Он говорит, что я думаю, что наибольшим мирским благословением, которое Бог может дать нам, это является здоровье. Except for sickness, he said. Кроме еще одного, болезни. He said, if some men that I know of could only be favored with a month of rheumatism, it would mellow them marvelously. Он сказал, что если бы некоторые мои знакомые
хоть 1 месяц пострадали ревматизмом, как бы это пошло им на пользу. He said if he took all the happy hours and sunny days of his life and put them together, he didn't believe he had ever, he said, well, let me start this out differently. He said if you took the grace he received on the good days, he didn't think it would be a penny's worth. Он говорит о том, что та благодать, которую я чувствовал от Бога в так называемые хорошие дни, она была ни с чем не сравнима. But he said the grace he received from his afflictions and sorrows had made him rich. Несравнима в том плане, что благодать, которую он получил в печальные дни, была намного более богатой. He talked about times when he preached out of his depression. Он говорил, что иногда он проповедовал, испытывая чувство депрессии. And on many occasions his own preaching was the instrument that pulled him out of his depression. И он говорил, что иногда именно его проповедь была тем средством, которое помогало ему выйти из депрессии. He was preaching to himself. Получается, он проповедовал самому себе. And the Lord also used his depression for the good of his hearers. И Господь также использовал его депрессию во благо его слушателей. He described an incident that happened when he was preaching after a time when he'd been depressed for a long time. Он описывает один инцидент, когда он проповедовал после того, как он долго мучился от депрессии. He says, I preached from the text, my God, why have you forsaken me? Он говорит, я проповедовал о тексте, Боже мой, зачем ты меня оставил? And he says, I didn't say so, but I was preaching my own experience. И я как бы не сказал об этом, но я проповедовал фактически о том, что у меня было на сердце. He says, I could not tell you why I was brought into such an awful horror of darkness and depression. Я не знаю, почему я оказался в таком мраке тьмы и депрессии. But he says, on the next day, a man came to see him who had all the marks of depression on his face. Но он сказал, что на следующий день ко мне пришел человек, и по его лицу я сразу увидел, что он также находится в состоянии депрессии. He says, the man told him, I never before in all my life heard any man speak who seemed to know my heart. Он сказал, что я никогда в жизни не слышал ни одного проповедника, который бы как будто бы знал все переживания моего сердца, как вы. He said, I am a terrible case. Он сказал, что я нахожусь в жалком состоянии. But on Sunday morning he said, you preached as if you'd been inside my soul. Но он сказал, что в это воскресенье вы проповедовали, как будто бы вы побывали в моей душе. The man confessed to Spurgeon that he'd been contemplating suicide. Человек признался Сперджену, что он размышлял над самоубийством. And Spurgeon said after a talk with him, he met Christ and embraced the gospel. Сперджен сказал, что после беседы с ним человек принял Иисуса Христа. Spurgeon said, by God's grace, my depression saved that man from Он говорит, suicide. что по Божьей благодати моя депрессия была средством, которое помогла этому человеку уберечься от самоубийства. Spurgeon found a way to glean encouragement from his own despair. Сперджен нашел некий образ извлекать ободрение из своего собственного отчаяния. He learned to look with expectancy every time he fell into depression. Каждый раз, когда он впадал в депрессию, у него было определенное чувство ожидания. Because he took it for a sign that God was preparing him for something greater. Потому что он считал, что Бог готовит его к чему-то большему. These are his words. Это слова Сперджена. He said, depression comes over me whenever the Lord is preparing a larger blessing for my ministry. Он говорит, что на меня находит депрессия, и я чувствую, что вот-вот Господь приготовит для меня какое-то большее благословение для моего служения. The cloud is black just before it dissipates. Облако становится мрачным в тот момент, когда оно, облако становится мрачным, прежде чем оно рассеется. So he says, depression has become to me like a prophet in rough clothing. Поэтому он говорит о том, что депрессия стала для меня пророком в грубой одежде. Like John the Baptist announcing that my Lord is about to come and bless me. Подобно Иоанну Крестителю, который объявлял о том, что придет Господь и принесет благословение. Spurgeon also saw his troubles in light of eternity. Сперджен также размышлял о своих скорбях в свете вечности. He said this. Он сказал следующее. I don't look so much at what is to happen today. Я не переживаю о том, что должно произойти сегодня. I'm concerned with eternity. Я переживаю о вечности. He said, for my part, I'm quite willing to be eaten by dogs for the next 50 years. Он говорит, если бы нужно было бы, я бы не против того, чтобы меня поедали псы на протяжении следующих 50 лет. But in eternity, I will be vindicated and glorified.
но зная, что в вечности Господь воздаст мне, и я буду с Ним. And he urged his people to take the same point of view. И поэтому он призывал свою паству также смотреть на вечность. He struggled with depression until the day he died. И он боролся с депрессией до дня своей смерти. At the end, most of his sadness stemmed from the last conflict he was involved in, the downgrade В controversy. конце концов, очень много печали принесла ему этот последний спор, который мы уже упоминали с вами, который был вызван упадком состояния церквей в Англии. And this morning we're going to talk about Spurgeon, the warrior. И поэтому сегодня я хотел бы поговорить с вами о Сперджене, воине. But first, two things. Но прежде, I promised I would give you a description of his sermon preparation. я обещал, что мы поговорим о том, как он готовился к And проповеди. then I also have some more things on the PowerPoint that I'll show you. И хотел бы показать вам несколько слайдов. Can you turn it on? Is it on? Включено? Да. Yes. Okay. Свет надо. Сережка. When Spurgeon first came to London, the newspapers, I mentioned they were highly critical of him. Итак, когда Сперджен впервые оказался в Лондоне, я говорил вам о том, что в газетах печатали критические статьи о нем. Cartoonists in the secular newspapers drew these pictures of him that were designed to ridicule him. Карикатурщики рисовали карикатуры на него, которые должны были высмеивать его. This one has an interesting background. Эта карикатура, с ней связана интересная история. There was a popular product in the Victorian era that was made to catch flies. В викторианскую эпоху был популярный продукт, который продавался и служил для того, чтобы ловить мух. It was a cylinder of fly paper. Это был цилиндр липкой бумаги. You'd hang it near a light. Его вешали возле источника света, фонаря какого-то. And the flies would stick to it. И, естественно, мухи прилипали к этой липкой бумаге. And this caricature shows him with one of those on his head. И в этой карикатуре этот цилиндр с липкой бумагой на голове у Сперджена. And these represent the souls of his listeners. Как бы эти мухи это души людей, которые слушают его. Now the newspaper was mocking Spurgeon, but he took this as a great compliment. И несмотря на то, что это должно было быть карикатурой, которая должна была опозорить Сперджена, Сперджен посчитал это за комплимент. Because it did reflect the fact that lots of people responded to the preaching of the gospel under his ministry. Потому что действительно очень много людей откликнулось на проповедь Евангелия. This cartoon was a little bit more favorable to Spurgeon. Эта карикатура тоже была как бы на Сперджена. Although it was contrasting two kinds of clergymen in England. В этой карикатуре сравниваются два вида церковнослужителей в Англии. This guy was the typical Anglican priest. Это обычный англиканский священник. He was dry and boring and all of that. Он был сухой и скучный. And Spurgeon is pictured as a kind of wild-eyed, hand-waving, arm-waving preacher. А Сперджен тут с таким диким взглядом, размахивает руками. There was a popular cough syrup. Был очень популярный сироп от кашля. It was called brimstone and treacle. Okay, do you know what brimstone is? Yes. Okay, treacle is like a really sickeningly sweet substance. Значит, этот сироп от кашля назывался горящий уголь и сахар. So Spurgeon is brimstone and this guy is treacle. Поэтому Сперджен это горящий уголь, а тот человек это сахар. This was another one. The caption here says, I can't read it. Oh, this is the slow train and the fast train.
the slow cab, or the slow, whatever, the slow coach and the fast train. Значит, у меня были трудности с тем, чтобы прочитать, что там внизу написано, но на первой из них это как бы медленный экипаж, а второй это быстрый поезд. What you can tell from this is there was a common theme in some of these cartoons. Но я думаю, вы обратили внимание, что во всех этих карикатурах есть как бы одна объединяющая тема. They were contrasting Spurgeon with other ministers of his time. В этих карикатурах Сперджен сравнивался с другими служителями его времени. And it reveals that he was perceived as young and forward-thinking and energetic. И он как бы описывается как некто молодой, энергичный. And they were portrayed as slow and dull and dry as dust. А они описываются как некто как бы пожилые, отставшие, скучные и сухие. This one, the important thing here is the shadows that are cast. This is supposed to be a shadow of an old woman. Что в этой карикатуре интересного? Это тени, которые отбрасываются. Это должна была быть тенью пожилой женщины. And this is supposed to be the shadow of a lion. А это должна была быть тень льва. And the cartoonist was basically, in this case, lampooning Anglican preachers who he compared to old women. И здесь карикатурщик высмеивал англиканских священников, которых он сравнивал с пожилыми женщинами. This was the wedding picture of Spurgeon and his wife. Это как бы картина, которая была сделана на свадьбу Сперджена и его жены. A couple of other rare pictures of Spurgeon with his wife. Редкие фотографии Сперджена с его женой. And then that's the Surrey Gardens Music Hall. Это Surrey Gardens Music Hall. You can see it's a massive facility. Огромное здание. This is the interior of it. Вот как он выглядел изнутри. And you can imagine that place filled with 10,000 people, and someone back here starts yelling fire. Представьте себе, там 10 тысяч человек, и кто-то начал кричать пожар. By the way, after the disaster, Spurgeon did go back to the Surrey Hall, and they held the church services there for a couple more years while they were building the new Metropolitan Tabernacle. И следует заметить, что после этой трагедии Сперджен все же проповедовал там еще несколько раз, в то время как строилась скиния метрополии. Поэтому в Лондоне в воскресное утро очень часто выглядело этот Surrey Gardens Music Hall. These are just pictures of Spurgeon. Hang on, I'm going to get through them. This was the cover of the first magazine, The Sword and the Trowel. Это обложка первого журнала «Меч и мазок». Мастеров, да. These are pictures of the tabernacle as it originally looked. After the fire, I believe these are photographs taken after the Nazi bomb destroyed it in the 1940s. Это фотографии того, как выглядела скиния метрополии после того, как над ней разорвалась нацистская бомба. You can see that the facade was narrower than it is today. Oops. There are only one bank of windows on each side of the columns here. Мы видим, что фасад был немного уже, чем сейчас, потому что там было только одно окно. When they rebuilt it, they widened the facade. Когда восстанавливали здание, они расширили фасад. But if you look around behind the facade, Но за фасадом the actual size of the building is the same as the original. Здание размером с оригинальное. So they actually built it on the same foundation. Поэтому оно построено на том же основании. More pictures of Spergen. This is the town in France where Spurgeon died. Это тот город во Франции, где умер Сперджен. This is what it looked like in Spurgeon's time. This is typical hotel there today. Так он выглядел во времена Сперджена, и так он выглядел, как выглядит сейчас. It was a warm place on the French Riviera. Это было достаточно хорошее место с теплым климатом на французской ривьере. And this is a rare photograph of Spurgeon. Это тоже редкая фотография Сперджена. You notice he's using a walking stick. Обратите внимание, что у него есть трость. He would go there every year to try to recover from the ravages of his disease. Он ездил туда каждый год, пытаясь восстановиться от болезни. And it was there that he died. И там он умер, как я уже сказал. These are pictures of his funeral. Это фотографии с его похорон. It was one of the most heavily attended funerals of the Victorian era. Это были одни из самых больших похорон викторианской эпохи. You see in this
this stone arch right here. Это каменная арка. That same arch stands at the entry to the cemetery today. Она по-прежнему находится у входа в это кладбище. And this was a photograph of Spurgeon's tomb taken just before they sealed it after they put the coffin in. И это фотография гробницы Сперджена, прежде чем ее накрыли камнем. I found this interesting because this is what the tomb looked like. Так выглядела эта гробница. This is a picture of the tomb after World War II. Так выглядела гробница после Второй мировой войны. A German bomb dropped nearby. Немецкая бомба упала рядом. And it damaged the tomb. It blew the door in, and this Bible here is a stone Bible that sits on a stone pillow. It fell off. И повредила, значит, эту гробницу. И вот эта Библия, которая лежит внизу, это каменная Библия, которая там вверху, на этом, да, она должна была стоять вот там вверху. After the war, the tomb was repaired, and that's what it looks like today. После войны гробница была восстановлена, и так она выглядит сегодня. That's enough. Хорошо. Это все. Now I want to read you a description of Spurgeon's sermon preparation from a contemporary source. Если хотите, можно уже открыть как бы жалюзи, потому что больше слайдов не будет. Поэтому хотел бы теперь... I just said that if you guys want to open up the blinds, you can do that, because there's not going to be any slides. Итак, поговорим теперь о том, как Сперджен готовился к проповеди. This is written by an American gentleman who made friends with Spurgeon and used to occasionally visit him in his home. Эта статья написана одним американцем, который познакомился со Спердженом и часто бывал у него в гостях. And he describes a visit when Spurgeon gave him a tour of the home and a tour of his office. И он описывает то, как Сперджен показал ему свой дом и показал ему свой кабинет. And so I'll read what the man wrote. Что же написал этот человек? He says, the most interesting object in his library was a small file of his sermon notes. Он говорит, что самым интересным объектом в его библиотеке была небольшая папка с его заметками для проповеди. Each one was on a half sheet of note paper or on the back of an ordinary letter envelope. Каждая из них была небольшого размера, говоря современным языком, это с пол листа А4, и некоторые из них были написаны на простом почтовом конверте. That's true, by the way. Это правда. There are several of Spurgeon's sermon notes have survived. Осталось несколько листов, на которых Сперджен писал заметки к своим проповедям. I've seen personally probably a dozen or more. Я видел около 12 их лично. And they're all on half sheets of paper or used envelopes. И все они как бы были на половине бумажного листа, либо на использованном конверте почтовом. It looks like the paper he wrote his sermon notes on were scraps of paper he retrieved out of the trash. Складывается впечатление, что он писал заметки для проповеди на каких-то листках бумаги, которые были уже использованы и ненужные, просто попались под руку. And he could easily fit it on a small piece of paper because all he took to the pulpit was an outline. И он легко все вмещал на этот небольшой листок бумаги, потому что он на кафедру брал с собой только план. In fact, back to this American gentleman. Возвращаясь к этому американцу, he says, I asked him if he wrote his sermons out. Я спросил у него, писал ли он все слова своей проповеди. Spurgeon's answer was, I would rather be hung. Сперджен сказал, что лучше пусть меня повесят. That's something, by the way, that I'm very unlike Spurgeon. И это, наверное, одна из самых больших разниц между мной и Спердженом. When I preach, I do write my sermons out. Потому что я всегда пишу всю свою проповедь. And I would rather be hung than go in the pulpit without. И поэтому пусть меня лучше повесят, чем выпустят за кафедру лишь с планом. And so this fellow continues describing how Spurgeon prepared his sermons. И поэтому далее этот американец пишет о том, как Сперджен готовился к проповеди. His usual method was to select the text of his Sunday morning sermon on Saturday about 6 or 7 o'clock. Он говорит, что, как правило, он выбирал текст на воскресенье в субботу в 6 или 7 вечера. It means 6 or 7 o'clock in the evening. В 6 или 7 вечера. He says then he would spend a half hour arranging a skeleton and put it on paper. Далее он проводил около 30 минут, пытаясь составить скелет и отобразить его на бумаге. He left all the rest of the content until he reached the pulpit. Все остальное он читал, размышлял и наполнял свое сердце истиной. All the time he was filling up his vessel. Он постоянно исполнял свой сосуд.
So that all he had to do in the pulpit was turn on the spigot and outflowed the pure gospel in the most transparent language. И поэтому все, что ему нужно было делать, когда он выходил за кафедру, ему нужно было снять крышку, и из него изливалось чистейшее Слово Божье Евангелие. Stenographer says this guy says a stenographer took down the sermon and it was revised by Spurgeon on Monday morning. Он говорит, что Сперджен в понедельник утром проверял стенограммы своих проповедей. Now again, the kind of procrastination Spurgeon practiced, we do not recommend. Снова же хочу подчеркнуть, что я никому не советую быть настолько медлительным в подготовке проповеди. He could only do that because of his uniquely unusual gifts. Сперджен мог позволить себе это лишь потому, что он был уникально одаренным человеком. One other trivia point I'll mention to you. Еще один интересный факт из жизни Сперджена. This American writer goes on to say that Spurgeon told him that in his early years he used to get stage fright. Американец говорит о том, что Сперджен рассказывал о том, когда он был молодым, у него была боязнь сцены. Он боялся выступать перед аудиторией. In the worst cases, it caused him to vomit. И он говорит, что иногда он настолько трепетал от страха, что ему нужно было вырвать, чтобы потом он мог продолжить. I'm not sure if I believe that account. Но я не знаю, насколько в это можно верить. Because you remember Spurgeon said that after his baptism, he never again had any kind of fear to speak. Потому что Сперджен сказал, что когда он принимал крещение, он с того момента никогда не чувствовал страха перед людьми. So, all right, we need to move on and talk about Spurgeon's controversies. Итак, давайте теперь перейдем к тем спорам, в которые был вовлечен Сперджен. You could select any random year of Spurgeon's ministry in London and you'd find he was embroiled in one controversy or another. В любой год, можно выбрать любой год служения Сперджена в Лондоне и увидеть, что он был замешан либо в одном споре, либо в другом. He didn't go looking for controversy. И это не значит, что он просто ходил и искал, в какой бы спор вмешаться. He wasn't the type of personality that loved to be in combat. Он не был человеком по своему характеру, который любил ссориться. In fact, he despised conflict. И как мы уже отмечали раньше, он презирал конфликты. And yet, controversy pursued him no matter what he did or what he said. Но тем не менее, конфликты постоянно возникали вне зависимости от того, что он говорил. Now, if you have only a superficial knowledge of Spurgeon, you might not be aware of that. И если мы не очень хорошо знаем о жизни Сперджена, то, возможно, нам неизвестно следующее. Because for most of the 20th century, it seems Spurgeon was portrayed by his admirers as an always amiable, easy to get along with, very likable kind of person. Большую часть 20 века его поклонники описывали его как очень милого, кроткого, любимого всем человека. And I think he was all those things. И действительно он был хорошим, кротким человеком. But that doesn't rule out the fact that he had to engage in controversy. Но тем не менее он чувствовал необходимость отстаивать истину. And that's what Spurgeon's later biographers seemed not to want to talk about. И более поздние биографы Сперджена не любят освещать эту часть его жизни. Because Spurgeon was admired by everybody. Потому что Сперджен был любим всеми. Arminians like him. Арминяне любили его. Calvinists like him. Кальвинисты любили его. Baptists like him, of course. Конечно же, баптисты любили But его. even non-Baptists like him. И не баптисты любили его. It doesn't matter who you talk to. Practically everyone from the 20th century on had a positive impression of Spurgeon. Начиная с 20 века, с кем бы вы ни говорили, у всех было положительное впечатление от Сперджена. It wasn't like that during Spurgeon's lifetime. Но ситуация была абсолютно другой во время Сперджена. By the way, one of the most interesting books about Spurgeon was written by a German Lutheran who admired him. Одна из самых интересных книг о Сперджене была написана немецким лютеранином, которому понравился Сперджен. His name was Helmut Thielicke. Do you know that name? No. Его звали Гельмут Thielicke. And Thielicke wrote a book called Encounter with Spurgeon. И он написал книгу, которая называется «Встреча со Спердженом». And it's an interesting book. Some of it is quite good. Интересная книга, много там интересного. Especially if you keep in mind that this is a Lutheran and he's German and neo-Orthodox. Особенно если считать, что об этом пишет либеральный христианин, который был
немецким лютеранином, неоортодоксом. He's not really a friend of the gospel, and he writes from that perspective. Другими словами, он не является другом Евангелия, и поэтому как бы пишет с его точки зрения. Let me quote from him from another context. Что он говорит в своей книге? So this is not from his book on Spurgeon. This is from a different book. Это не его книга о Сперджене, это его другая книга. He says to do theology is to understand Christian truth afresh. Он говорит, заниматься богословием — это понимать заново христианскую истину. He said theology, true theology, has nothing to do with timeless truth. Он говорит, что истинное богословие не имеет ничего общего с вечной истиной. Now I find that a shocking statement. Ну, это шокирующее утверждение. If theology has nothing to do with timeless truth, then what has to do with timeless truth? Если богословие не имеет ничего общего с вечной истиной, то что имеет что-то But общее с that вечной is истиной? more or less the neo-orthodox perspective. Но это неоортодоксальный взгляд. It's not about affirming or making sense of truth. Для них важно не объяснять истину. It's about inventing sort of your own kind of religion and trying to fit it into Christian patterns as much as you can. И придумывать какие-то свои собственные религиозные ощущения и пытаться внедрить их в контекст христианства. So in one context, that's how Thaleke said theology should be done. Поэтому вот как этот человек Тhaleke писал о религии и богословии. And yet he admired Spurgeon for doing theology the way he said it's not supposed to be done. Но тем не менее он полюбил Сперджена, несмотря на то, что он занимался богословием так, как этот человек не считал необходимым. I'll read you the opening paragraphs of his book on Spurgeon. Что этот немецкий автор пишет о Сперджене? Я прочитаю вам несколько первых абзацев из его книги. He says, there weren't many good preachers in the 19th century. Он говорит, в 19 веке было мало хороших проповедников. But there was one who had at least 6,000 people in his congregation every Sunday. Но был один, которого приходили послушать как минимум 6 тысяч человек каждое воскресенье. His sermons were sent for many years by cable to New York City, where they were reprinted in the leading newspapers of the United States. Он говорит, что его проповеди телеграфом отправлялись в Соединенные Штаты, где они печатались в ведущих изданиях этой страны. He filled the same pulpit for almost 40 years without becoming dry and boring. Он говорит, что он проповедовал с одной и той же кафедры около 40 лет и никогда не становился сухим и скучным. He says he was like a bush that burned without being consumed. Он говорит, он был подобно кусту, который горел и не сгорал. He says he wasn't like modern mass evangelists. Он говорит о том, что он не был похож на современных массовых евангелистов. He didn't manipulate people. Он не манипулировал людьми. He worked through the power of the word, which created its own hearers and changed souls. Он говорит, что он использовал силу Божьего Слова, которая призывала свою собственную аудиторию и изменяла души. He says it was not his word. Это было не его слово. It was not something he merely heard. Это было не что-то, что он просто где-то услышал. It was the word of God. Это было Божье Слово. And the message never ran dry because he was never anything but a recipient. И его проповеди никогда не становились сухими, потому что он был всего лишь получателем. And he goes on to say, it might be well for a time like ours to learn from this man. И он говорит, сегодня нам можно научиться у него. I think Thaleke himself would have been a more reliable professor of theology if he had learned from Spurgeon. Мне кажется, что, скорее всего, этому человеку нужно было как раз и научиться у Сперджена. But the point I want to make here is that almost everyone wants to claim Spurgeon. Но почему я процитировал это? Для того, чтобы продемонстрировать, что каждый человек хочет, практически каждый хочет отождествить себя со Спердженом. 20th century Christians seem to think of Spurgeon like a big, lovable teddy bear. В 20 веке в христианстве Сперджен это такой плюшевый мишка, которого хочется поддержать всем. They want to make him perfectly safe. Они хотят сделать его абсолютно безопасным. They think he was always devotional and never doctrinal. Они думают, что он всегда говорил о каких-то
значит, ну, devotional. Значит, он всегда был... Да, он всегда говорил о каких-то практических, жизненно важных вопросах и никогда не говорил о вопросах доктрины. Они хотят показать, что он был экуменистом. И Сперджен на самом деле не был ни одним из вышеперечисленных. Он был убежденным кальвинистом. He was an outspoken critic of everything that's novel or superficial in theology. Он был критиком всего, что было нового и поверхностного в богословии. In his lifetime, he was despised and frequently ridiculed as a theological dinosaur. В свое время его презирали и насмехались над ним, как над богословским динозавром. He was engaged in one controversy or another for virtually his whole ministry. И практически всю свою жизнь он провел, споря то с тем, то с другим. And in the face of modernism and ecumenical pressure, he became a rigorous separatist. И в свете модернизма и религиозной поверхности он стал сепаратистом. In short, Spurgeon embodied everything neo-orthodoxy rejects about historic evangelical theology. По сути, Сперджен вместил в себе все, что так презирает неортодоксия в историческом христианстве. He was a strong vocal defender of practically every doctrine that liberals like to attack. Он постоянно защищал любую доктрину, на которую нападали либералы. And he firmly believed that the offense of the cross ought to be declared openly. И он был убежден в том, что оскорбительная весть креста должна так и проповедоваться. He did not approve of those who wanted to water down or shape the gospel so that it wouldn't be so offensive to the culture. Он критиковал тех, кто пытался разбавить Евангелие или каким-то образом подогнать его под культуру, чтобы культура не так сильно оскорблялась им. After those early years when the newspapers portrayed him as a young upstart, спустя несколько лет после того, как в газетах печаталось о том, что он был молодым и неопытным, he was usually criticized for being behind the times. Его стали критиковать за то, что он уже старый слишком. He lived in the modern era when people were enthralled with science and new discoveries. Он жил в эпоху модернизма, когда люди были увлечены наукой и научными открытиями. But his heroes were the Puritans and their theology. Но его героями были пуритане и их богословие. Those were years when Dickens novels were the best-selling books of the time. В те годы книги Чарльза Диккенса были бестселлерами того времени. But Spurgeon preferred reading non-fiction from the church fathers. А Сперджен предпочитал читать богословские труды отцов церкви. He hated superficial, stylish, worldly religion. Он ненавидел поверхностную, модную религию. There's a book that's devoted to Spurgeon's major controversies that I don't know if it's been translated into Russian, The Forgotten Spurgeon. Yes, it is translated. Okay, Ian Murray's book, The Forgotten Spurgeon. На русский язык переведена книга Иана Мюррея, которая называется «Забытый Сперджен». Is an account of some of the major controversies that Spurgeon engaged in. В этой книге он говорит о самых главных спорах, в которых участвовал Сперджен. And then a few years ago, the Banner of Truth magazine published an article that I've kept linked at the front of the Spurgeon archive ever since. И несколько лет назад это же издательство, которое называется «Баннер истины», Banner of Truth, оно на своем сайте опубликовало статью, которую я всегда преподношу как первую ссылку на своем сайте о Сперджене. The article is titled, "Are you sure you like Spurgeon?" Эта статья называется «Уверены ли вы, что вам нравится Сперджен?». And the article points out that Spurgeon's doctrinal firmness set him against almost everybody else by the end of his ministry. И в этой статье говорится о том, что доктринальная непоколебимость Сперджена фактически настроила его против всех в конце его служения. Because he rejected every fashionable religious trend of his era. Потому что он отвергал всякие модные нововведения, поверхностные и мирские своей эпохи. And so what I want to do in this time that remains this morning is give you a little glimpse of the real Spurgeon. Поэтому сегодня, в то время, которое у нас осталось, я хочу, чтобы мы могли увидеть настоящего Сперджена. Although he was criticized as a fossil and an outdated person in his time. Несмотря на то, что его назвали окаменелостью и чем-то устаревшим,
he still speaks to our time. Он по-прежнему актуален и сегодня. And the people who seemed stylish and forward-thinking in his time, they all seem old-fashioned. И люди, которые были модными и современными во время Сперджена, сейчас как раз и являются устаревшими. Spurgeon speaks as powerfully as ever. Спержен сейчас настолько же актуален, как и тогда. Remember, all his books are still in print. Как я уже говорил, все его книги по-прежнему переиздаются. And people still want to read them. He's still influential. Люди по-прежнему читают их. Он оказывает влияние. Even these controversies he engaged in are still relevant to us. Даже эти споры, в которых он участвовал, по-прежнему важны для нас. Just about all of Spurgeon's controversial writings are as timely now and as relevant now as they were the day they were written. И поэтому даже то, что Сперджен написал в пылу этих споров, так же важно для нас, как оно было важно тогда. And that suggests that Spurgeon chose his battles well. И это указывает на то, что Сперджен не тратил свои силы понапрасну. For the past 8 years or so, I've been posting excerpts from Spurgeon on my blog every week. Последние 8 лет я на своей веб-страничке размещаю какие-то отрывки из Сперджена каждую неделю. Most of the excerpts I choose are from his controversial writings. Большинство отрывков, которые я размещаю на своей страничке, они были написаны Спердженом в полемике со своими критиками. And it continues to amaze me how week after week after week, one of the first comments I get, no matter what I post, is, "Wow, it sounds like Spurgeon was writing today." И меня не перестает удивлять, что каждую неделю, когда люди комментируют насчет того, насчет этих цитат Сперджена, они говорят: не может быть, как будто бы Сперджен пишет о сегодняшнем дне. Because he was dealing with the same issues that trouble the church today. Потому что Сперджен боролся против тех же проблем, которые существуют в церкви сегодня. Things like the atonement, например, искупление, entertainment in the church, развлечение в церкви, the authority of Scripture and the centrality of Scripture in church ministry. авторитет и централитет Писания в церковном служении. In fact, you'd have to look hard to find any controversy that Spurgeon engaged in that isn't still relevant today. И трудно найти какой-то спор, в который бы ввязался Сперджен, который бы до сих пор не был важен сегодня. And again, you'll find as you read the works of Spurgeon, it doesn't matter if you're at the beginning or the end of his ministry, these points of controversy run all the way through. И, как я уже сказал, Сперджен, хотел он того или нет, но на протяжении всего своего служения постоянно находился в состоянии полемики с критиками. He often said he was weary of the battle. Он часто говорил о том, что он устал сражаться. But he never backed away from the fight. Но он никогда не переставал бороться. And in fact, Spurgeon himself said, and most of his biographers agree, that it was the stress from the controversies that hastened his death. Сам Сперджен говорил, и биографы также подчеркивают это, что тот стресс, в котором он находился из-за этих баталий, также способствовал его кончине. And I think you and I can learn a lot from studying how Spurgeon fought, what he fought over, and we need to observe how faithfully and how fiercely he fought. И мне кажется, что мы можем извлечь для себя полезные уроки из той полемики, которую вел Сперджен, и из того, насколько усердно и непоколебимо он боролся за истину. He never fought for his own reputation or stature. Он никогда не ввязывался в какие-то споры, предметом которых была его репутация и его статус. He always fought for the truth and the honor of God. Он всегда сражался за истину Божью. Now, as I said, he was a reluctant controversialist. Как я уже сказал, Сперджен не любил конфликты. When he came to the New Park Street pulpit, I don't think he expected that controversy would follow him for his entire ministry. Когда он оказался в церкви New Park Street, он не думал о том, что ему придется оправдываться и спорить и бороться до конца своего служения. But when he arrived in London, both fame and infamy immediately overwhelmed him. Но как только он оказался в Лондоне, как слава, так и вражда мгновенно окружили его. Crowds of people came to hear him immediately. Толпы народу собирались для того, чтобы слушать его проповедь. I mentioned yesterday that very soon they moved out of the New Park Street Chapel and began to meet at Exeter Hall.
Мы вчера говорили о том, что практически через 2 месяца после того, как он пришел в New Park Street Church, это здание было переполнено, и они переехали в Exeter Hall. And you remember I showed you the picture of Exeter Hall. Я показывал вам фотографию этого помещения. I want to talk a little bit about that place. Хотел бы немного поговорить об этом здании. It was in central London, just north of the river. Оно находилось в центральном Лондоне на север от Темзы. So it was across the river and just a little bit west from where the church stood. Поэтому это было на другой стороне реки. It was this large, ostentatious auditorium. Это был такой огромный мрачный зал. I don't think Spurgeon himself was particularly fond of it. Мне кажется, что Сперджену он не очень сильно нравился. Yesterday I mentioned that it had notorious acoustical problems. Вчера мы говорили о том, что там были большие проблемы с акустикой. But it was the best venue for Spurgeon's ministry in all of London. It was easily accessible. Но это было наилучшим местом, которое могли найти для Сперджена. Туда было легко добраться. It was the headquarters for both the YMCA and the Evangelical Alliance. Там собиралось несколько ассоциаций. Одна из них это YMCA, а другая ассоциация это была Альянс, Евангелический альянс. And it was well known as the hub of evangelical activity in London. И это было известное место для собраний евангелистов и евангельских христиан Англии. Cardinal Newman, who had converted from Anglicanism to Roman Catholicism, wrote a sarcastic article complaining about the place in 1838. В 1838 году кардинал Ньюман, который обратился от англиканской церкви в католическую церковь, написал саркастическую статью о Exeter Hall. Would most of these guys be familiar with John Henry Newman, Cardinal Newman? No. Okay. John Henry Newman was the leader of the Oxford movement. Джон Генри Ньюман был руководителем Оксфордского движения, которое мы упоминали. I mentioned it yesterday that it was a group of Anglicans who led a lot of Christian leaders and lay people out of Anglicanism into Roman Catholicism. Это была группа людей, которая вывела многих из англиканской церкви в католическую церковь. Newman was their brightest and best known voice. Ньюман был их самым знаменитым руководителем и представителем. And he actually ultimately became a cardinal in the Roman Catholic И Church. в конце концов он стал кардиналом римской So церкви. that's who I'm referring to when I mentioned Cardinal Newman. Поэтому вот кто такой кардинал Ньюман. He wrote this article almost 2 decades before Spurgeon came to Exeter Hall. Он написал эту статью о Exeter Hall. So this was an old building and much used for years before Spurgeon came there. И оно использовалось многие годы до того, как Сперджен туда переехал. Cardinal Newman hated the place because to him it sort of symbolized evangelicalism, which he hated. Кардинал ненавидел это здание, потому что для него оно было оплотом евангельского христианства, которое он тоже ненавидел. He loved to ridicule evangelical Christianity as artificial, superficial, and ugly. Он постоянно насмехался над евангельским христианством как над чем-то поверхностным и отвратительным. And in Newman's time, the evangelical movement was beginning to deserve that sort of ridicule. И, к сожалению, во времена Ньюмана порой евангельское движение заслуживало некоторых таких ремарок. Evangelicals were already flirting with pragmatism and shallow anti-intellectualism. Потому что евангельское движение в то время уже начало флиртовать с прагматизмом и поверхностным интеллектуализмом. Major changes had taken place in British evangelicalism in the first half of the 19th century. Очень большие изменения в начале 18 века произошли в английском евангельском движении. And most of the changes were not good. И большинство из этих изменений были плохими. The Baptists, for example, had come a long way from the days when they were put in stocks. What do you call it? Колода. Okay. Баптисты уже их никто не забивал в колоду. Evangelicalism had
And the Baptist theology as well had gained some popularity with upper and middle class people. Евангелисты и евангельские христиане и баптисты стали более популярными в средних и высших классах общества. And evangelicals desperately wanted to be seen as respectable. И евангельские христиане очень сильно хотели выглядеть уважаемыми. Exeter Hall symbolized that. It was in one of the most exclusive streets in London. И Экзетер Холл был символом респектабельности, потому что он находился в одной из самых знаменитых улиц Лондона. There was that massive pipe organ and the choir loft behind the speaker. За кафедрой стоял огромный орган. And Spurgeon was one of the few speakers who could actually make himself heard in that massive room. И Сперджен был одним из единственных выступающих, которого можно было услышать в этом огромном зале. But because of his youthfulness and his sudden popularity, he was an easy target for the critics. Но из-за того, что он был так молод, и из-за того, что он был так известен, его очень легко было критиковать. They attacked him fiercely. И критики очень жестоко критиковали. And I think the force and antagonism of the criticism caught Spurgeon by surprise. И я думаю, что Сперджен был очень удивлен напором и антагонизмом этой критики. He was not prepared for these waves of cartoons. Он не был готов к тому, что на него будут рисовать так много карикатур. He was also surprised to be criticized by other ministers. Он также был удивлен, что его критиковали другие служителя. Many of them, no doubt, jealous of his success or hostile to his doctrine. Возможно, многие из них просто завидовали его успеху или воинственно были настроены по отношению к его доктринам. And he was relentlessly mocked by people who were not religious at all. И, конечно же, больше всех его критиковали люди, которые не имели никакого отношения к религии. And remember from what I said yesterday, he had no style or sense of sophistication. И помните, вчера мы говорили о том, что он был деревенским парнем, поэтому в столице Англии у него не было ни шика, ни стиля. I told you about his wife's impression the first time he spoke at the church. Помните, что думала его будущая жена впервые, когда увидела его? Here's a quotation of what she wrote. Что же эта цитата из воспоминаний его жены о том первом дне, когда они встретились? She said, to tell you the truth, I was not at all fascinated by his eloquence. Она говорит, меня абсолютно не впечатлило его красноречие. His country manner and speech caused more regret than reverence in me. Его деревенские манеры более меня больше разочаровали меня, чем впечатлили. That's the girl that married him. Это девушка, которая вышла за него So you замуж. can imagine how his enemies attacked him. Поэтому представьте себе, что о нем думали его враги. They were unmerciful. Они были немилосердны. I'll read you one example from an article published in April 1855. Прочитаю вам отрывок из статьи, которая была опубликована в апреле 1855 года. This critic says, just now this great lion or star or meteor or whatever else he might be called. Он говорит, вот-вот, этот великий лев, звезда, метеорит, или как бы там еще его ни называли, He has created a furor in the religious world. создал фурор в религиозном мире. Every Sunday, crowds throng to Exeter Hall. Каждое воскресенье толпы текут в Экзетер Холл. There he has been preaching during the to some great dramatic entertainment. Там он проповедует и устраивает драматическое представление. He said the huge hall is crowded to overflowing. Он говорит, что этот огромный зал наполнен и там нету свободных мест. And he says he doesn't deserve that kind of popularity. И он говорит, что этот человек не заслуживает такой популярности. He says to find the equal to that level of popularity, we have to go back to Dr. Chalmers or Edward Irving. He names two very respectable older church leaders. Он говорит, что такой популярностью раньше пользовались только доктор Чалмерс или Ирвинг. Это были респектабельные люди из прошлого. But he says it would dishonor those men to compare Spurgeon to them. Но говорит, это лишь опорочит этих людей, если мы будем сравнивать с ними Сперджена. They preach the gospel. Они проповедовали Евангелие. Spurgeon preaches himself. Сперджен проповедует себя. He's nothing but an actor. Он всего лишь актер. He's full of impudence. Он очень горд и высокомерен. He uses coarse language to talk about holy things. Он использует
низкие, он как бы ругается, использует ругательство, говоря о святынях. He rants in ways that seem to fascinate his hearers. Он, как бы его речи и фразы вызывают восторг у его слушателей. Because he says they love excitement more than they love holiness. Потому что им нравится восторг больше, чем святость. He says this guy had never heard Spurgeon speak, by the way. Но этот человек, который пишет эту статью, никогда не слышал проповедь Сперджена. But he says I glanced at one or two of his published sermons and I just turned away in disgust. Он говорит, я никогда не слышал его проповеди, но я однажды взглянул на одну из его изданных проповедей и отвернулся с отвращением. He said by the end of the year, though, 200,000 of his trashy sermons will be scattered over the length and breadth of this land. Он говорит, к сожалению, к концу этого года около 200 тысяч его отвратительных и мерзких проповедей будут распространены по всей нашей прекрасной стране. He says, and yet he's never been invited to take part in any denominational meetings. Однако его никто никогда не приглашает на какие-то деноминационные встречи. He glories in his position of lofty isolation, and he's intoxicated with his own popularity. Он радуется тому, что он находится в таком изолированном положении, и он заражен своей собственной популярностью. But he says he's a temporary phenomenon. Но он говорит о том, что это всего лишь временный феномен. He's like a comet who's gone across the sky. Он комета, которая появилась на небе. But when he comes down, he'll drop like a stick. Но скоро она падет на землю как палка. So that's pretty harsh criticism, right? Это достаточно грубая критика. Is our session over? Yes. Oh, okay. All right, I'll pick it up there, and we'll finish up before lunch. Хорошо. Давайте уйдем на перерыв и продолжим после перерыва.